Всем привет! Сегодня будет много болтовни, а именно мои размышления и первоначальные действия по поводу установки вертикальной фрезерной головки автономной на хобот станка НГФ-110. В очередной раз, уже примерно третий или четвертый, я собрал свой испытательный стенд. Каждый раз на разном основании. Чуть позже я вам покажу это основание. Что я делаю далее? Ослабляю конструкцию и поперечным ходом стола поджимаю эту деталь к вертикальным направляющим. Таким образом добиваюсь примерно условно вертикальной точности и угол поворота выставляю точно. Далее фиксирую это положение и могу уже отвести стол в удобное для себя место. Вот такую нехитрую конструкцию применять, конечно же, не обязательно. Просто у меня все это под рукой. И все это обеспечит вот этот нужный бутерброд для того, чтобы можно было до необходимой высоты приподнять головку. И теперь я могу делать с ней, в принципе, все, что захочу. И условно, опять же условно, добиваться вот этой точности. Условно, потому что все-таки есть перевесы. Где-то вылет большой. То есть какие-то, ну как минимум сотки точно, а то и десятки, если не миллиметры. Сверху, допустим, эта головка смещается. Поверх хобота я поставил большой вот такой двутавр. Его я планирую использовать как базу, то есть вспомогательную базу для хобота, так как понятно, что вот за эту часть крепить такую огромную головку смысла никакого нет. Все это будет дребезжать, вибрировать. То есть я хочу прикрепить к хоботу вот этот тавр, между ними добавить проставку, а то и две. Как минимум одна вот такая пластина 16 мм толщиной сюда встанет. Вот примерно такая конструкция напрашивается. Здесь есть несколько таких каверзных нюансов. Ну, во-первых, нужна отторцованная плоскость вот здесь вот, и на тавре, и на хоботе. Как вы знаете, тут все неровно. Во-вторых, плоскость нужна еще и вдоль всего хобота сверху, чтобы можно было прижать. Но преодолевая, так сказать, свою силу воли и старание сделать все максимально точно, я понял, что это все растянется на полжизни. И подумал, что в принципе мне же не обязательно верхнюю плоскость обрабатывать в идеал, так как у меня здесь будет стоять вот этот тавр, который тоже не имеет идеальной плоскости. Где-то подогнут, где-то помят, где-то вот у него вообще есть следы сварки. Ну, я думаю, что от этого я избавлюсь. То есть, в принципе, если все-таки поторопиться, не мудрить с особо высокой точностью, так как точность при прилегании это особо и не нужна. Главное, чтобы это все плотно прижалось и все. Если всем этим пренебречь, то здесь достаточно буквально в нескольких местах, может быть даже напильником или болгаркой, подчистить все это дело и добиться прилегания к конкретному хоботу, конкретной вот этой детали. Потом станет проблема, как вот это все отторцевать. У меня есть по этому поводу некоторые мысли, пока не стопроцентные, но думаю, все это можно воплотить в жизнь. То есть под рукой большого фрезерного станка понятно, что у меня нет, большого токарного тоже. Каким только образом этот хобот не торцуют. Я видел кучу статей, кучу видео, но такую возможность нужно еще получить. А в принципе концепция выглядит вот именно вот так. То есть головка должна не опускаться за плоскость направляющих хобота. Обязательное условие, так как вылет, получается, шпиндель, ось шпинделя находится вот здесь. И стол НГФ в данном положении уже практически крайне отодвинут сюда на максималку. Поэтому
крайне желательно обеспечить, чтобы корпус головки вместе со шпинделем мог уходить чуть дальше. Тогда можно будет обеспечить положение шпинделя в практически любом удобном месте относительно стола. Крепежные болты находятся вот как раз где-то крайний болт на поверхности прямо тавра, на ребре тавра, а нижний болт где-то в хоботе. То есть фактически мне не за что ее крепить здесь, не говоря уж о повороте. Если только сверлить новое отверстие где-то сверху, изнутри там тоже очень проблемно. И напрашивается такая конструкция, что здесь будет даже две вот таких пластины. И я еще не рассматривал эту возможность, но теоретически пластину, конечно, можно заменить и фланцем большим. Но пока рассматриваю только пластину. Но возможно, что их будет именно две. Одна будет прикручена винтами к хоботу и приварена, скорее всего, вот к этому тавру. А вторая пластина будет прикручена уже к головке. И между ними тогда можно будет обустроить вот здесь ось вращения, сделать цилиндрический выступ, а винты крепления для поворота чуть сместить, допустим, ну вот хотя бы на середину. С другой стороны, конечно, чем сложнее конструкция, тем больше рисков получить те самые нежелательные последствия в виде дроблений, неточностей и так далее и тому подобное. Нужно везде приходить к какому-то компромиссу. Вот так выглядит будущее увеличение хобота. Пока что я думаю, что я сдеру краску с верхней части хобота, посмотрю, что там под ней, возможно, там где-то шпаклевка, потому что поверхность очень неровная. Толщина металла вот здесь вот в хоботе, путем нехитрых измерений штангенциркулем я замерил, что она составляет в районе всего 10 мм. Особо какие-то силовые нагрузки-то сюда давать нельзя. Надо как можно больше плавно распределить нагрузку при креплении. Также мне придется будет, скорее всего, уже где-то здесь, то есть вот здесь вот с торца в хобот тоже пару болтов точно загонять, а быть может и больше, потому что здесь максимальная точка нагрузки будет. Что придется будет делать дальше? То есть здесь, как можно видеть, отсутствует вал шестерня, полностью причем отсутствует, и полностью отсутствует обратная крышка. Крышку в принципе сделать не проблема, нужно будет только соосно. Здесь втулка, там я думаю, что мне будет проще подшипник поставить. Соосно просверлить отверстие, сделать крепеж, потом я думаю, что надо будет изготовить полностью вал и на него уже насаживать, может быть на горячую, саму шестерню, которой тоже нет, ее нужно будет изготавливать. Сам шпиндель у меня есть, сама пеноль, можете видеть, что такая массивная. Самое главное ее достоинство, то что она фактически не работала. Тут буквально вот пару рисок есть. И все. Здесь есть цанговый патрон. Об этом я уже рассказывал в каком-то из видео. С обратной стороны нужно будет сделать только шкив. Здесь есть шпонка. Никакой резьбы пока нет, но то есть тут надо будет только закрепить шкив. Ничего тут сложного в этом, я думаю, не будет. Вылет снизу получается в районе 90 мм. Вот это вот все. Поэтому я и хочу закрепить головку именно вот на этой высоте. Если взять во внимание вот этот шпиндель, плюс там плюс-минус еще 10 мм добавить, вот горизонтальная ось шпинделя, вот вертикальная ось шпинделя. Инструмент будет закрепляться где-то вот здесь. У стола есть еще возможность подняться вот до сюда. То есть, ну, вот где-то миллиметров 30, наверное, до стола будет такое свободное пространство. Я думаю, что это особо не отразится ни на каких качествах фрезеровок. Потому что, чтобы насквозь фрезеровать какой-то металл, положенный на стол, все равно нужно будет какую-то подкладку, либо целиться в Т-паз, чтобы ничего не запилить. Либо, если какая-то маленькая фреза, то можно выдвинуть пеноль, собственно, без проблем. Выдвинуть немного, зафиксировать. Жесткости на маленькую фрезу хватит с лихвой.
Ну, а длинная фреза, вот этот 30-миллиметровый вылет, для нее это ничто. Вот, собственно, все, что на начальном этапе я здесь вижу. Естественно, нужно будет изготовить сверху систему шкивов. Один пойдет крепеж на этот шпиндель, второй будет крепиться на двигателе. Крепить двигатель с торца я особо не хочу. Сейчас объясню почему. Основное положение головки будет примерно вот здесь, ну, то есть в рабочей зоне. Фактически при имении вертикального шпинделя горизонтальный обычно откладывается на второй план. Он в принципе будет доступен, если вот эту всю конструкцию в будущем отодвинуть вправо, то вот эта плоскость у меня будет свободна. Я смогу установить сюда родную серьгу и запросто поставить оправку горизонтальный шпиндель и фрезеровать горизонтальным шпинделем без демонтажа головки, что крайне удобно по сравнению со штатной головкой, которую нужно постоянно демонтировать. И это занимает очень много времени, в принципе. Все вот эти вот манипуляции, не сама манипуляция снятия головки, а таких манипуляций ведь много, кроме головки. Поэтому я решил, что двигатель я буду крепить вот в этой части, но с обратной стороны, чтобы в основном положении примерно уравновесить стороны. То есть, скорее всего, головка будет еще чуть вправо смещена, и примерно хотя бы как-то будет все уравновешено. То есть сверху пойдет просто ремень, и двигатель будет там спрятан. Если захочу сдвинуть головку еще вот сюда, то двигатель у меня не будет находиться мега далеко от колонны, не будет никаких лишних нагрузок, он будет в принципе вот в этой части. Если я захочу сдвинуть головку для использования горизонтального шпинделя, то двигатель окажется где-то вот здесь, что в принципе тоже еще более-менее. Он никуда не перевалится, ни сюда. Конечно, если бы расположить его в торце, то при использовании горизонтального шпинделя он бы находился где-то вот здесь. Это было бы лучше, но горизонтальный шпиндель опять же будет использоваться гораздо реже вертикального. Начинаю готовить головку к возможности установки. Поснимал фаски по краям, так как в прошлой жизни ей все-таки досталось. И здесь были, по крайней мере, некоторые забоины, которые выступают вот по этой плоскости. Поэтому в первую очередь поснимал такие небольшие фаски. Заглушку направляющую выбил уже довольно давно. Сейчас вытащил вот эту заглушку латунную. Вот она вот здесь была. Для чего она здесь была, совершенно непонятно. Это и не штифт, и не винт, и не сапун какой-нибудь, и даже не масленка. Для чего? История умалчивает. Хотя возможно, что это просто не заводская заглушка. И здесь был все-таки какой-то сапун или смазка. Сейчас попробую почистить шабером все, что вот здесь образовалось вокруг резьбы, так как явно здесь что-то цепляет. Шабер черновой, острой пластины ВК-8. Про него я делал отдельное видео. В принципе, получилась отличная штука. При необходимости сюда легко ставятся пластины ВК-6ОМ, и он превращается из чернового в чистовой. Плоскость проверяю тем, что есть. А есть у меня вот такая новая линейка LC320. Вот такими аккуратными движениями, чтобы ничего не поцарапать. Шабрениями я, конечно, заниматься пока не буду, да и нечем. Нет ни поверхностной плиты, ни более широкой линейки. Главное, чтобы вот здесь ничего не мешалось, чтобы можно было обеспечить хорошее прилегание к пластине.
И общая картина. Даже вот с такой неточной линейкой видно на глаз. В итоге дело пришло к такому очень грубому, но шабрению. Используя остатки очень жидко разбавленной white спиритом краски растворителем. Надолго сохнет и легко дорастворяется прямо на месте. Вот таким было начало проведения работ. Впереди еще много интересного. Постараюсь не превращать этот процесс в многосерийную мыльную оперу, максимально сокращая длину видео для удобного просмотра. Ну а всем, кто посмотрел это видео, спасибо за просмотр. До свидания.